Всем доброй ночи, дорогие друзья. Сейчас показываю свой авторский ритуал. Еще раз повторяю, что все свои ритуалы и работы я беру не от балды, не с воздуха, а за основу всегда берется именно то, что делали древние люди, какие-то древние заклинания, которые я нашла в архивах, да, давно, в студенческие еще годы. На основе них создала свои. Кроме того, учитывая вот древние тексты оды богам, воспевания или обращения, или молитвы к древним богам, духам народов, я на этой основе, но по канонам именно магии, по канонам именно нашего ремесла, колдовства, составляю вот это все, пытаясь не отклоняться особо, чтобы они сработали, поскольку слишком много самодеятельности тоже не нужно, должно быть в рамках всего этого, да. Хочу сказать, что многие люди не в курсе того, что духи разных сторон мира, они более сильные, которых мы зовем богами, они те же самые, просто переименованные, но функции у них одни и те же. Но духи разделяют сферы, духи иногда между собой вступают в конфликты. Иногда человек не получает одной силы помощи, прибегает к другой силе. Это очень глубокие познания, очень глубокие тайные познания, которые вам, может быть, и не нужно знать, но примерно иметь представление, конечно, надо. Особенно тем товарищам, которые якобы что-то там делают, колдуют и так далее. Перед вами Фемида. Фемида – богиня справедливости. Она слепая или с повязкой перед глазами. Почему она с повязкой? Считается, что справедливость должна быть справедливой, чтобы она не смотрела ни на богатство, ни на имущество, ни на красоту, ни на молодость, ни на что. То есть быть справедливой именно ради справедливости каждому человеку. Давит она под ногами змею. Это несправедливость, это, то есть, неправда, это не недостойное поведение человека. Она давит своей справедливой ногой. Книга – это знание, познание законов, кодексов моральных и этических для того, чтобы жить. Фемиду мне подарила Вера. Привезла она мне издалека Фемиду. Давно, наверное, года 2 назад. Вообще мне очень много дарили именно статуэток и прочие вот колдовских вещиц. Знаю, что я их очень люблю. Люди благодарные или близкие друзья. Вот, мне делали приятное. Я таким именно подарком рада, поскольку я их использую в ритуалах. Естественно, они мне нужны. Сейчас вот я хочу показать вам обращение к великой справедливости. Те, которые занимаются магией, действительно реально занимаются. Есть такие у меня товарищи, которые пишут, да, хоть мы и далеко друг от друга, но я чувствую этих ребят, я вижу, что у них это есть. Для начинающих осторожно применяйте мои ритуалы, пожалуйста. Для тех, которые суются во все щели, не зная сброду, лезут в воду, им не советую вообще трогать этот ритуал. Вообще не трогайте. У вас в жизни такие вещи произойдут, что просто обалдеете. Я этот ритуал провожу очень редко. Я, честно говоря, боюсь ее часто проводить. Хотя я сама ее сделала, да, я сама ее, не придумала. Я не люблю слово придумала. Я не могу ничего придумать. Если не дано, если мне не дали высшие и низшие силы, скажем так, я благовоние пока достану, если мне не дали, я не могу придумать. Они мне дают просто их, моими устами передают в этот мир эти ритуалы. Вот так правильно будет и справедливее. Обкуриваем благовоние ей, поскольку она богиня справедливости. У богини справедливости дочери или по-другому еще ее стражники, ее войско, которые ее сопровождают, они все несут какие-то функции. Кто-то из них
руководит космическими законами, кто-то руководит местью справедливую во имя людей и так далее. Как-нибудь я научу вас греческому ритуалу именно на греческом языке, призыв к справедливости, когда вас несправедливо обидели. Учтите, что если вы не правы, тот ритуал вам проводить не стоит. А вот этот ритуал, именно призыв к могущественной силе, справедливости, я уже 100 раз говорила, что каждая сфера человеческой жизни имеет своего покровителя духа, Бога, божество и так далее. В данный момент я провожу второй этап ритуала для человека, который ко мне обратился. Он не из России, не буду называть. Кстати, я выставлю этот ритуал только если он разрешит. То есть без его ведома и желания я не выставлю. Если я выставлю, значит, он разрешил мне это, значит, он позволил, и он не против. Потому что есть этические нормы, которые я не буду нарушать никогда. Вот. Значит, насколько я знаю, после этих ритуалов, люди, которые преследуют, надоедают, они все отходят в сторону. Они все начинают избегать с ним встречи, каких-то конфликтов и прочее. Перемен очень много. Но кому я проводила, по крайней мере, так. И следующее, что я вам хочу сказать, ребята, этот ритуал можно провести, когда в вашей жизни человек надоедливый, от которого вы не можете избавиться. Поверьте, он уйдет сразу же. Уходит на следующий день, просто уйдет, что-то случится. Если в вашей жизни конфликты из-за пьющего или зависимого человека, не дай боги, если есть в вашей жизни такое, он тоже уйдет, либо вас просто-напросто вытолкают из его жизни, дадут какую-то силу, стимул с ним бороться, и вы очень быстро от него избавитесь. Можете это провести. Если вы находитесь в каких-то страшные моменты в вашей жизни, и вас окружают враги, вообще враждебности, суды и прочее, очень быстро вас избавит. Просто-напросто я этот ритуал, почему говорю, что я редко для себя провожу, но очень редко, наверное, пару раз проводил. В таких ситуациях, когда мне просто-напросто нужно вырваться, вот вылезти из какой-то ситуации, вылезти настолько быстро, чтобы просто уже надоело это все, сразу бьет. А вот про людей, которых я перечислила, но я не люблю это слово гарантии, да, и так далее. Я вам гарантирую просто вот на сей раз, потому что это испробовано не раз и не два. Я вам просто гарантирую, если начальник вас достает, он уйдет сразу. Может, на следующий день он уйдет, что-то с ним случится. Если человек вас достает, и он просто, или человек, который поганит вам жизнь, я уже перечислила, какие, он может уйти на следующий день. Вот вы испробуйте для себя или для своих пациентов, да, опять же, клиентами, не люблю называть, некрасиво звучит, для людей, которые к вам обращаются, берете фотографию человека, ложите, как я сейчас ложу его фотографию, но я не буду показывать вам, она под книгой. Вот, я только имя произнесу этого человека. Значит, вот фотографии ложите и читайте то, что я читаю. Читайте один раз, после чего пальцами тушите свечи и все. Если человек к вам пришел, оставьте его фотографию на несколько часов, да что ж такое, а? Представляете, я вскочила. В твою дивизию дайте мне работать, товарищи. Вот видите, я говорю, это очень сильный ритуал, и, видимо, даже рассказывать о нем долго не очень любят. Вот у Фемиды аж начали эти штуки туда-сюда ходить. Ну что ж такое? Фух. Не то, что я, неожиданно, согласитесь, вот кто-то на вас. Идите вон отсюда. Так. Начали. Внимательно слушайте эти слова. Еще раз повторяю. Вот этот ритуал очень сильный. Нужно избавиться от человека в вашей жизни, чтобы он убрался. Любыми путями. 100 раз подумайте. Готовы? Неважно, кто он вам. Неважно.
Хотите, чтобы он убрался из вашей жизни? Хотите, чтобы ситуация закрылась в вашей жизни навсегда, уже закончилась? Хотите, чтобы суд закончился, решился в вашу пользу и так далее? Простым людям не пробовать, пожалуйста, не надо. Хотите, возьмите этот ритуал, идите к человеку, которому вы доверяете, верите 100%, пусть он берет и делает вам это. Это разрешаю. Вы сами не делаете. Хуже не будет, но расплата за это будет очень большая. Можете дом потерять, можете дачу потерять, все что угодно. Вы меня поняли? И так начали. Обращаемся к ней и к ее слугам. О великая богиня правосудия, о Фемида, будь справедлива, и наказание Георгия посчитай завершенным. Пусть воинственные твои спутницы отныне ему лишь в помощь будут. Немезида, не мсти ему, он невинен. Андрастея, пусть твои космические законы теперь работают в пользу него. Дике, ты сама справедливость, так будь справедливой к его судьбе. Астрея, ты любитель правды, так будь праведной к его судьбе. О незрячая справедливость! О богиня законов вселенной! По закону мироздания суди его и посчитай его суд завершенным. Ибо в этом справедливость твоя. Отзови богинь мести от него, освободи его судьбу от наказания. Время пришло, по долгам уплочено, все пройдено. Сними из глаз повязку, богиня правды, и увидь его правду. Освободи от оков наказания. Время пришло, госпожа справедливость. Будь справедлива и к его судьбе. Да будет так. Наказание Георгия окончено. А вот какие будут перемены, он сам мне скажет. Я, конечно, не передам, а жаль. Иногда очень жаль, что я не могу просто открыть вам СМС-сообщений, вайберов и других средств связи просто и показать вам, какие там письма. У вас волосы встанут дыбом. И вот тогда вы поймете, где настоящее колдовство, а где фуфло, товарищи. Удачи всем!